Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня продолжаю расхламление своей гардеробной. С вашей помощью я разобрала стойку с кардиганами, стойку с футболками. Сегодня нам предстоит разобрать огромное количество моих рубашек. Много. Что-то ношу, что-то забыла вообще, что у меня такое есть в моем гардеробе. Ну вот что касается вещиц, которые будем разбирать в следующем видео, я их отодвину в сторонку. И вот тут вот целый ряд рубах, буквально вот начиная с этой рубашки, и вот так, вот так, вот так, и, в общем-то, заканчивая вот этим. В общем, много, практически метр, даже больше, 1,5 метра рубашек у меня есть. Так что давайте будем разбираться. Так, первая рубашка вот таким образом выглядит. Здесь у меня первый слой подобран по цвету, чтобы не тратить время на подбор. Ридерс рубашка, она теплая, очень приятная. Но вот эту рубашку я люблю надевать в прохладное время, хотя я сейчас смотрю и думаю, что вот сочетание таких оттенков фиолетового, оно неудачное. Я думаю, что эту рубашку лучше всего носить с белой майкой, с белой футболкой. На контрасте она будет выглядеть здорово, тем более здесь и подклад у этой рубашки выполнен из белой такой приятной пушистой ткани. Так что, думаю, с белым это будет выглядеть гораздо лучше. Так что напишите, как вы, согласны со мной, либо нет. Следующая рубашка белая, из хорошего магазина. Классная белая базовая. Здесь вот ниточки висят, но я ее не надевала, не носила. У нее очень хороший состав. Вот вещи, которые долго висят на вешалке, они, видите, в мятом состоянии. Конечно, нужно приводить в порядок. И здесь состав ткани. Хочу посмотреть. Уж очень она приятная, так сказать, на ощупь. Так. Состав ткани не могу найти. Без очков не вижу. В общем, вот так. Оставляю. Следующая рубашка. Почему-то я ее вот так вот решила скомбинировать. Но, скорее всего, это сказался кризис, нехватка вешалок. Поэтому вот в таком состоянии это висит. Ну, в общем, рубашка из Time True, недорогой магазин. Но уж очень она мне понравилась расцветочкой. Вот так. Она имеет хорошую длину, хорошее качество, что немаловажно, конечно. В первую очередь обращаю на качество пошива, на обработку внутренних швов. В общем, понравилась она мне как фактура, как принт ткани. Ну и качество, конечно, все совпало в одном, поэтому я ее оставлю в своем гардеробе. И, в общем-то, конечно, разъединю я с этой блузой в горох. Она совсем никак сюда не вписывается. Как она сюда попала, такая без рукавочки, непонятно. Ладно, будем разбираться. Следующая рубашка. Тоже и этих рубашек подобного плана у меня тоже собралось в гардеробе много. Это вот такая бежевого, теплого оттенка рубашка. Юаса Рина. Отличный фасон. В общем, рубашку эту носила в прошлом году. Сейчас, конечно, ее надо оживить немножко, освежить. По спинке вот такая сборочка идет по кокетке. В общем, классная вещь. Тоже оставлю, примерю. По поводу размера, все ли нормально. Так, следующую рубашку ношу, люблю. Избавиться от нее не готова сейчас. Показывала вам ее. Она из отличной ткани. Здесь состав ткани очень хороший. По-моему, здесь район есть, и шерсть есть. В общем, как-то так. Не вижу.
Но очень хорошая рубашечка. Классная. Тоже я ее оставляю. Так, следующая рубашка. Вот яркая, лен натуральный, Эллен Трейси. Оставлю, конечно же, купила недавно. Зимой вот подобные вещи встречаются часто. И я, конечно, в зимнее время обращаю внимание именно на подобные вещицы. Фурнитура вся тоже маркирована. В общем, из дорогого магазина. Классный коралловый цвет. Тоже с этой рубашкой расставаться не буду. Сочетать можно как с джинсами, с коралловый цвет хорошо сочетается и с синим цветом, так что оставляю. Следующая рубашка тоже кораллового цвета, но она вот тут так у меня все плотно висит, мои дорогие. Думаю, что все-таки нужно проредить. И вы знаете, у меня идея обновить именно сами вот эти стойки вешалок. Думаю, что вот тут у меня не позволяет высота, полный объем потолка вот в той части гардеробной, а здесь все-таки мансардный. Крыша мансардная, короче. В общем, хочу обновить, сделать и здесь вот двухрядную, двухуровневую полку. И вот с этой стороны что-то мне тоже это все не нравится. В общем, закопалась я с этими вещицами, поэтому нужно расхламление, мне просто необходимо. Ряд джинсовых рубашек, ну так, по-быстрому покажу. Да, вот эту я вам не показала, от Санома. Рубашка, ну она классика, трикотажная ткань. В летнее время можно носить как второй слой, так же, как и первый слой. Она очень хорошо, отлично работает к телу, приятненькая. Тоже от нее я избавляться не буду. Но серия джинсовых рубашек тоже, по-моему... джинс. Это обычная классика, рубашка. И мне очень нравятся в этой рубашке эти вот эмалевые пуговицы. Так что классная рубашечка, я ее тоже оставляю. Да, все рубашки в примерке вам в следующем видео покажу образы. То есть рубашки сейчас я не буду убирать, а попробую составить из них образы. Затем буду их приводить в порядок. Ну и, в общем-то, как образы тоже, думаю, интересно, что впишется, что не впишется. Мне самой интересно это знать. Следующая джинсовая рубашка тоже. Но она совсем другого, так сказать, стиля. Здесь и рукав 3/4, и ткань джинсовая более плотная, выбеленная, но тоже классного качества. Ну, естественно, я ее оставлю как второй слой. Хорошо она будет работать, так что оставляю. Так, здесь у меня идут джинсовые куртки. К рубашкам отношения не имеют. Так, здесь вот тоже такая курточка, тоже курточка, здесь тоже курточка. Ну, а дальше идут опять рубашки. Так, и здесь вот рубашка из хорошего магазина, не из дешевых. Такая классика, как второй слой тоже классно будет работать. Ну, вот, казалось бы, да, ну, белая рубашка, ну что, рубашка и рубашка. На самом деле они абсолютно разные. То есть здесь вот стиль такой немножко... как это называется, стиль сафари, либо стиль милитари используют вот этот элемент, как погоны, карманы с листиком, да, называют это. И она отличного качества, она просто сшита великолепно. Тут вот обработка идет самой передней планочки. Тоже очень интересно. В общем, присмотреться, рубашка просто классная. И, конечно, я ее в своем гардеробе тоже оставлю. Здесь кокетка вот так тоже выполнена. Интересно. То есть, непростая рубашка. Классная. Так, следующая опять белая рубашка. Но она сейчас тут зацепилась. Вот видите, как бы тесно мне тут. Как говорится, королевства маловато. Развернуться негде. Вот такая великолепная вещица. Рубашка тончайшая, по низу стеклянный бисер, дают хорошую тяжесть.
рукав 3/4. Ну, в общем, такая вещь классная. Тоже от нее я избавляться, конечно же, не буду. Поэтому оставлю у себя в гардеробе. Так, идем. Следующая рубашка. Так, вот эту, по-моему, я вам не показывала рубашку. Вот еще снизу у меня жилет джинсовый. Тоже вот такое сочетание. Зачем я так повесила? Просто видно, либо торопилась, не могла найти вешалку. Но эта рубашка просто классная. Вот магазин название. И вышивка. Прекрасные вышитые кошечки. И это не наклейка, не аппликация, а именно вот вышивка, которую хочется просто разглядывать. Здесь вот, посмотрите, котик увидел птичку, хочет ее поймать. Здесь вот котик играет с клубочком. Следующие сюжеты, посмотрите, котик ухаживает за каким-то котиком, за своим ребятеночком, наверное. Здесь вот котик играет с листвой. В общем, классная рубашка. Ношу и, в общем-то, тоже оставлю ее в своем гардеробе. Так, следующую рубашку тоже, которую я вам не показывала, но она классная. Такой горошек. И это моя любимая ткань район. Тоже не из дешевых магазинов. Но такая она приятная, классная. По низу идет оборка. Волан, я бы сказала. Который меняет длину самой рубашки. И она как второй слой может использоваться. Как просто база какая-то. И она просто великолепная рубашечка. Тоже не могла я пройти мимо этой рубашули. Так что надеюсь, что в этом летнем сезоне она будет использоваться часто. Так, следующая рубашка такая в том же стиле, но немного, как говорится, концепция другая. Здесь обработка джинсовой ткани, то есть сама воротничок выполнен из джинса. Но принцип тот же самый. Опять-таки сюжет вышитый. Здесь сбор урожая. Рубашка посвящена сбору урожая. Здесь и подсолнухи, и рожь пшеница. Здесь опять-таки сбор урожая, пожалуйста, и тележка полная фруктами какими-то. И, в общем-то, все. Здесь вот корова в сарае. И тут опять-таки сбор урожая. В общем, сюжеты интересные у этих рубашек. Я с недавних пор начала присматриваться именно вот к рубашкам. Именно они все равно они все тематические. И это просто здорово. Так, следующая рубашка, которую я вам показывала. Это рубашка Кади. На первый взгляд она обычная, вроде бы как скромненькая расцветка. Но опять, посмотрите, пуговицы эмалевые. По горловине стойка воротничок вот с такой рюшкой. И реглан рукав, крой тоже интересный. И здесь вот манжета. Это даже скорее не рубашка, а именно блуза. Да, тоже такая классная, великолепная. И расцветка такая классическая. Что не скажешь про следующую рубашку. Это прям Гавайи отдыхают. Очень яркая. Красивый принт. С перламутровыми пуговицами. Очень яркая, очень красивая рубашка. Летняя. Я не любитель цветочных принтов. Но вот этот принт меня просто поразил. Кстати, можно комбинировать легко вот подобные вещи. Конечно, цветовая палитра здесь настолько разнообразна, начиная от коралловых, красных оттенков, заканчивая зеленым. И с белым тоже будет классно выглядеть. В общем, вот такая классная рубашечка. Так, следующая рубашка такая спокойная, прям сама нежность. Ткань легкая, дышащая, опять-таки перламутровые пуговицы. И тоже как базовый можно слой первый носить, так и как второй слой тоже можно ее надевать. Классная рубашка. Здесь такая вышивка. Кружево. Причем кружево вот очень плотное, двойное.
То есть кокетка из двойного кружева выполнена. Такая нежная. В прошлом сезоне я эту рубашку носила. Думаю, что оставлю ее и на следующий сезон. Ну, практически я еще ничего не выбросила, да? Вы заметили, какая я все-таки жадина. Так, следующая рубашка тоже базовая. Думаю, что как второй слой классно она смотрится. Это даже не рубашка, а как бы пиджачок такой вот, стойка-воротник. Вроде цвет коралловый у меня в гардеробе тоже часто встречается, но тем не менее они все равно отличаются по стилю, отличаются по своему функционалу. То есть вот эта ткань, она приятная, хлопок. И немножко в другом стиле. Тоже эту рубашку я, по-моему, в прошлом сезоне надевала. Нужно ее тоже привести в порядок, отгладить и, в общем-то, ухаживать немножко за ней. И пусть она живет дальше. Следующая рубашка опять относится вот к той категории рубашек с вышивкой. Тематические рубашки. Очень люблю. Здесь вот такая поляна. Цветочный вышитый пейзаж. Это тоже вышивка. Бабочки, цветочки. Здесь тоже бабочки, цветочки. Ну, вот такое интересное сочетание принтов самой ткани и обычный классический цвет, даже сказать, как это, зеленый травы. Зеленый и полоска. Тоже принцип тот же самый. Опять-таки пуговицы такие. Ну, в общем, обычная рубашка, но именно интересная, вот как бы задумка интересная. Мне нравятся подобные рубашки. Опять-таки манжеты тоже так выполнена необычно. Вот такая рубашечка. Ой, рубашек много, мои дорогие. Я не знаю, как я буду с ними справляться. Что-то все-таки, вернее, от чего-то все-таки придется мне избавиться. Следующая рубашка. Вот такая, тоже часто ношу. Классная рубашка, нравится тем, что вот сочетание нескольких фактур, как я уже говорила, ткани, оно всегда хорошо смотрится. И рубашка это просто сшита великолепно. Очень мне нравятся вот такие детали в одежде, как вот, скажем, кант вставленный, да, в шов. Это рукав. Такая вещица. Опять-таки здесь пуговицы тоже с эмалью. Ну, такая. И сочетание оттенков. Розовый с серым выглядит всегда здорово. Тоже вот эту рубашку я тоже люблю. Такой принт. Тоже хороший и качественно сшито. Все швы просто великолепные. Так, следующая рубашка. Это рубашка, которую я надевала всего лишь один раз. Но думаю, что напрасно я забываю про эту рубашку. Рубашка от Chicos. Принцип тот же самый. Отличие рубашек. Но также это, как вот я рассказывала про футболки. Да, что, ну, футболка и футболка. Что тут может быть какого необычного? Фактура ткани, крой практически одинаковый. Состав ткани тоже один. То же самое относится к рубашкам. И классический вариант это манжета тоже в контрастной ткани выполнена. Вот такая классная рубашка. Тоже можно носить в качестве какого-то летнего верха. Утепление. Просто прикрыть плечики. И вот такая вот интересная принтованная рубашка. Тоже сочетание такое интересное. Да, с сине-зеленым, с белым. Так, следующая рубашка черная. Ну, как базовая, она всегда необходима. То есть, опять нужно приводить в порядок. Долго висит она у меня. Обычная классика, черная. И ткань район тоже мне это очень нравится. Она такая к телу очень приятная. Так, сейчас. К телу очень приятная. Но черная, ну, я не знаю, наверное, я от нее все-таки избавлюсь. Надоела она мне как-то. Избавляюсь от этой рубашки. Следующая рубашка от Mensis. И это тоже классика, тоже приятная ткань.
клетка. Ну, как я уже говорила, клетчатых рубашек много, но она вот выполнена, видите, это даже скорее всего блуза, а не рубашка, но тем не менее тоже такая приятная. Думаю, что я от нее тоже избавлюсь. Так, следующая рубашка осталась. Вот, блин, много, длинное получается видео. Не знаю, как получится. Хочется ускориться. Давайте будем ускоряться. Наверное, по-быстрому так покажу. Вот эту рубашку не надевала, но планирую носить в этом сезоне. Она такая прям вот, так и просится в какое-то летнее прохладное время. Вечерняя, красивая сама рубашка. Здесь есть манжет, который подворачивать можно. Но она такая приятная вся, и ткань такая. И полоска деликатная, опять сочетание розового, серого. И по спинке она имеет интересный крой. Так, немножко поправлю. Интересный крой по спинке имеет. Так что тоже я ее оставлю. Ну, как туника можно ее использовать. Оставляю эту рубашку. Так, идем дальше. Здесь обычная клетчатая рубашка. Прикол в том, что подкладочная ткань она имеет, в общем, как бы двухсторонняя рубашка. Здесь вот такая клетка, а здесь внутри вот такая мелкая клеточка. Обычно не буду показывать ее, доставать. Следующая рубашка вот такая. Ну, она стоит, как говорится, внимания. Рубашка классная. И здесь, пожалуйста, вам и стразы в виде марказитов. И здесь по рукаву серая вот такая шлевочка. В общем, рубашка интересная. И по низу обработка шва выполнена вот таким образом. То есть она прям как будто бы срез, но, видите, пришит сама кайма с эффектом вот такой срезки. Ну и по спинке она очень красивая, интересная. Здесь вам, пожалуйста, и крылья, и винтаж написано, все, что я люблю. 1931 год, вероятно, да? В общем, такая классная, типа состаренная рубашка. Но она мне очень нравится, я ее, конечно же, оставлю. Следующая рубашка тоже клетка. Но она такая обычная, удлиненная, утепленная. Тоже не буду я на ней останавливаться. Как говорится, длинная такая вот рубашка. Так, эту рубашку я совсем недавно вам показывала в огурцах. Принт очень такой необычный, интересный. Забавно вот так видеть манжету. И рюшка, пожалуйста, вам, и смена ткани. В общем, как бы сбивает весь пафос огуречный. И здесь вот такие на кнопочках эта рубашечка. Так, следующая рубашка от Mensis. Но она такая приятная. Вроде, как сказать, мрачновато, но вот такие мелкие детали, как пуговицы, сам принт, серый фон и черные такие горошины. Ну, такая она прям миленькая. Она внутри очень приятная. То есть на голое тело ее надевать просто одно удовольствие. Ее я тоже оставляю однозначно. Следующая рубашка Санома. Ношу часто. Классный классический новогодний такой принт. Merry Christmas, да. Она такая тепленькая, классная. Тоже эту рубашку оставляю. Следующую рубашку. Хочу я от нее избавиться. Она, вы знаете, она вроде как принт хороший, но она, представляете, она липнет. Она, как объяснить, она вот склеивается, и она на тело неприятная. Хотя она ткань мягкая, но, в общем-то, я думаю, что здесь большой состав синтетики самой ткани, поэтому... Так, 100% полиэстер, точно я от нее избавлюсь. Купила, потому что нужна мне была именно рубашка вот с синей клетки. От этой рубашки я избавляюсь. Так, следующая рубашка. Это что? Коламбия. Но она уже такая вся, тоже затасканная. Я надеваю эту рубашку, когда что-то делаю там в саду с цветами, что-то копаю, сажаю. Ну, она мне уже тоже на самом деле надоела. Думаю, я от нее тоже буду избавляться. Так, следующая рубашка. Вот
Вот эта рубашка мне маловато, я ее отдам. Хотя она классная, с капюшоном. И принт такой необычный, но она мне маловато именно вот в руках. Так что я тоже от нее избавляюсь. Пусть не занимают место. Так, вот эта классная рубашка. Я ее, по-моему, привезла из России, которую покупал тоже в секонде. И это было лет 8 назад. Тоже вышивка. Опять кнопочки, ну такой ковбойский стиль. От этой рубашки избавляться я не буду. Она такая прям милота. Классная рубашка. Опять вот к разговору о том, что обработка манжеты. Вот тоже так аккуратно, классно вся выполнена. Пусть она, как говорится, винтажная. Она имеет приталенный силуэт. Такой вот. Ой, сейчас. Приталенный силуэт, и здесь вот кокетка такая вот фигурная. Я от нее не избавляюсь, я ее оставлю на мне. А она мне нравится. Так, следующая рубашка. Она такая теплая, как второй слой. Тоже я ее часто использую. Состав ткани хороший. Она такая мягкая, необычный такой принт. Тоже от этой рубашки избавляться не буду. Обычная красная рубашка, 3/4, как говорится, сказать тут нечего, рукав, в общем. Эту рубашку я, кстати, покупала в России, мне нужна была какая-то яркая вещица, рубашечка, в общем, купила и привезла сюда. Так, следующий, ну я красную оставляю, она такая эффектная, красивый цвет. Тоже классная рубашка, видите, горловина вот так вот вшита, воротничок тоже классно вшит. И здесь вот она такая вся. И по манжете тоже можно судить, что рубашка отличного качества. Ее я тоже оставляю. Вот эта рубашка тоже у меня давно живет. Она приталенная. Опять вот разные принтованные ткани сочетаются. Тоже мне это очень нравится. И по манжете тоже самое можно сказать. Ну, в общем, тоже я ее оставлю. Так, вот эту рубашку не надевала. Но она классная. Тоже такая клетка черно-белая. Можно с подвернутым рукавом носить. Открытой горловина открытый. В общем, такая тоже объемная. Я ее тоже оставлю. Хочется ускориться, побольше вам показать. Так, вот эту рубашечку я тоже оставляю. Здесь кнопочки, здесь вот такие детали. В общем, ну, на рубашках, конечно, я обращаю внимание вот на подобные детали. Если есть погончики, вот так вот кокетка обработана, тоже интересно. Рукав можно подвернуть, тоже так, принта на спине нету. Такая. Вот эту рубашку люблю, ношу часто. Обычная, но очень красивый цвет, черно-красная клетка, и она очень приятная, очень хороший состав. Она такая прям мягкая-примягкая. Так, и это 100% район. Район это натуральное волокно, которое прошло химическую обработку. В некоторых видео я своих говорила, что это натуральная ткань, но по факту это так и есть. Это целлюлоза, которая прошла химическую обработку. Так, вот эту рубашку люблю. Часто надеваю на кнопочках, тоже такая яркая. Здесь есть вот, горловина, воротничок так сшит, и по манжете тоже вот такая. Ну, просто обращайте внимание, если вот вы такое встречаете, да, что манжет, обратная сторона, выполнена из комбинированной какой-то ткани, и вот воротничок, то это уже, как говорится, хороший признак, можно брать. Так, следующая рубашка вот такая тоже, мне она нравится, тоже ношу ее часто. Вот такой этнический какой-то мотив у этой рубашечки есть. Но она такая тоже приятная, тоже хороший состав ткани. Ну, у рубашек что должно быть? Хороший состав ткани, да? И красивая расцветка, которая бы вам подошла. Хорошо. Так, вот здесь вот катон.
И шелк. Очень хорошее качество. Так, следующая рубашка вот такая. Но это, пожалуй, последняя рубашечка Джонс. И, в общем-то, тоже она такая двухслойная. Мои дорогие, в общем, рубашек много. Вот сейчас покажу, что я оставила. Вот на стул сложила. И что я планирую выбросить. Так что, надеюсь, видео вам понравилось. Всех целую, люблю, обнимаю. До следующих. Всех люблю, целую, обнимаю. До следующей встречи в следующем видео. Всем пока-пока.